Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Часто нам задаются вопросы, что делать с вновь приобретенными растениями. Либо вновь приобретенное растение со временем стало терять тургор листьев, на листьях появляются пятна. Что делать в этом случае? Чтобы таких проблем у вас не возникало, первое, что надо сделать, это обязательно пересадить растение. Вытащить растение из горшка, посмотреть, что происходит с корневой системой. Возможно, корней вообще нет. Возможно, корни начали подгнивать. Опять же, грунт. Вы не знаете состав грунта. Вы не знаете, какой это грунт. Возможно, это грунт уже бывший в употреблении. Возможно, это грунт от больного растения. Чтобы всех этих проблем избежать, чтобы быть точно уверены, что с вашим растением все хорошо, грунт у вас идеальный по вашему составу, то первое, что надо сделать, это извлечь растение из горшка. У нас два растения, которые мы приобрели. Это деленки от магазинного куста. Сейчас на их примере мы покажем, как адаптировать растения к домашним условиям. Мы приобрели два растения. Это делянки от магазинных кустов. И на их примере мы хотим вам показать, как адаптировать растения к домашним условиям. Итак, извлекаем растение из горшка. Аккуратно смотрим на корневую систему растения. Так, что мы имеем? Корни растения длинные. Здесь в некоторых местах уже идет процесс загнивания. Обратите внимание, вот корешки, вот корешок. Здесь опять же, посмотрите, надо хорошо убрать. Вот здесь идет тоже процесс гниения. Возможно, при пересадке была какая-то микроскопическая трещинка, которая впоследствии вызвала гниение. Надо будет очистить от грунта и посмотреть, что у нас есть. Опять же, вот обратите внимание, гнилой корень. Вот. Все это надо обрезать и удалять. Давайте второй горшочек вытаскиваем. Что мы имеем здесь? Опять же, гнилой корешок сверху вот идет. Здесь опять же пошло, посмотрите, потемнел корень. Это уже тоже идет гниение. Он даже, кстати, вот еле-еле держится. Скорее всего, там был поврежден при пересадке. Далее здесь надо будет очистить, посмотреть. Вот опять же идет процесс гниения, начинается. Единственное, и хвостик, посмотрите, тоже темненький. Вот. Вот. Грунт. Если у второго растения грунт, опять же, это на основе кокоса, я так думаю, то в первом растении грунт довольно-таки плотный, тяжелый. Я так думаю, возможно, что-то из серии универсального либо цветочного грунта. Итак, сейчас мы обмоем наше растение, уберем сухие чешуйки, обрежем ненужные корни и покажем, что в результате у нас осталось. Корни растения мы слегка обмыли, обрезали длинные, подгнившие участки.
И оставили только те, которые будут работать. Вот это первое растение. Это второе растение. У него более, конечно, богатые корни. Кстати, при осмотре растения не обратила ваше внимание на пятна на листе. Это уже пятно говорило о том, что процесс гниения корней у растения идет. Далее мы будем садить растения в грунт второго состава. Обратите внимание на тот грунт, в котором росли растения. Это, как я сказала, тяжелый такой грунт, в котором росло наше первое растение. Это грунт, в котором росло второе растение. Этот грунт на основе кокоса, но он очень мелкой фракции. Если сравнить с нашим грунтом, то заметна, конечно, разница. Вот наш грунт, какая крупная фракция. И здесь фракция довольно-таки мелкая. Поэтому, если вы будете пересаживать свои антуриумы, используя для посадки грунт второго состава, обращайте внимание обязательно на фракцию. Фракция должна быть вот такой, именно такой крупной. Итак, пересаживаем растения, как обычно. На дно мы насыпали грунт. Далее добавляем микоризу. И опускаем растения. Садим в пол горшка, для того, чтобы в дальнейшем можно было подсыпать грунт. Распределяем корешочки аккуратно. Не забываем, что они у антуриума хрупкие и могут сломаться. Добавляем грунт. Грунт должен быть влажным. Так. Одно растение посажено. И второе. Также на дно горшка микоризу. И погружаем сюда растение. Здесь корешочек у нас один. Аккуратненько также его распределяем. Засыпаем. Все делается довольно-таки быстро. Опа. Так, готово. Сюда чуть-чуть подсыпем. Отлично. Растения посажены. Листовую массу растения можно опрыскать любым биостимулятором. Мы обычно используем HB101. Внешнюю, внутреннюю сторону листа и черешки. Также все опрыскаем. Вот это пятно я, наверное, все-таки обрежу до живой ткани. Вот так. Наши растения пересажены. Теперь они будут помещены в тепличку, где хорошая влажность, хороший свет и высокая температура. Первое время растения подкармливать не следует до тех пор, пока мы не увидим, что растения пошли в рост. То есть не появится либо новый листик, либо новый побег. Все отлично, растения растут, будут расти, развиваться. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Всего вам доброго.